Здравствуйте, друзья! Меня зовут Валерий Табаков. Я этнический болгарин. Родился в Украине. Большую часть жизни прожил в Киеве. Среди украинских друзей киевских улиц, Днепра и той неповторимой атмосферы, которая всегда напоминала мне о Болгарии. О нашей Болгарии и о Болгарии современной на Дунае, даже на расстоянии 1000 километров. Моя душа, все мои корни, все самые глубокие воспоминания и чувства неразрывно связаны с Болгарией, с ее красивым языком, который я считаю своим родным, с ее богатой историей, полной героизма, страданий и национального возрождения, с ее традициями, народными песнями, танцами, запахом розового масла, вкусом шопского салата, с горами Родоп и Старопланины, с Черным морем и с тем особым теплом и гостеприимством, которое делает нас болгарами уже больше 1000 лет. Несколько лет назад я наконец вернулся на землю своих предков и теперь живу в Святом Власе, прекрасном курортном городке на побережье Черного моря, в Бургасской области, недалеко от Солнечного берега и Несебра. Здесь воздух пропитан солью и хвоей, море шумит круглые сутки, а по вечерам зажигаются огни яхт и ресторанов. Это место, где древняя история переплетается с современной жизнью. Когда-то здесь селились болгары-беженцы из Фракии и Малой Азии после освобождения. А сегодня это один из самых уютных и престижных курортов Болгарии, где я чувствую себя по-настоящему дома. Но даже здесь, среди пальм, волн и болгарской речи, я часто вспоминаю Киев, Подол, Андреевский спуск, каштаны весной, запах свежих пончиков и тех людей, которые помогли мне сохранить болгарский дух вдали от родины. Особенно думаю об этом, когда смотрю на свою дочь. Она растет уже в Болгарии, в Святом Власе, ходит в местную школу, дышит морским воздухом. Но я хочу, чтобы она знала и чувствовала обе части своей истории, чтобы гордилась и украинскими, и болгарскими корнями. Недавно я заново открыл для себя одну очень ценную, глубокую и трогательную работу. Статью «Болгарские фамильные имена, извор на минала и родолюбие». Полный текст здесь. Ссылка будет в описании. Я прочитал ее несколько раз подряд, делал заметки, возвращался к отдельным абзацам, потому что каждый раз находил что-то новое, что заставляло сердце биться сильнее и глаза теплеть от гордости. Это не сухая академическая статья и не скучный справочник по ономастике. Это настоящая исповедь о нашей болгарской идентичности, о том, как простые фамилии, которые мы носим каждый день, на самом деле являются живыми летописями, капсулами времени, хранящими память о предках, их труде, их селах, их характерах, их борьбе и даже о тех огромных испытаниях, через которые прошла вся болгарская нация за века.
Сначала самое главное открытие, которое меня поразило и заставило переосмыслить многое, наши современные болгарские фамилии – это относительно недавнее явление в истории народа. До XIX века большинство болгар жило без постоянных фамилий в сегодняшнем понимании. Люди обозначались через патронимы. Иван, сын Стояна, назывался Иван Стоянов. Петр, сын Георгия, Петр Георгиев. Мария, дочь Димитра, Мария Димитрова. Это была живая, гибкая, естественная система, которая отражала реальную родственную связь в каждом поколении, но не фиксировала одну и ту же фамилию для всего рода навсегда. Только в эпоху болгарского национального возрождения, 18-19 века, когда народ начал массово пробуждаться, бороться за свой язык, за свои школы и церкви, за культуру и свободу от османского ига, возникла острая потребность в постоянных наследуемых фамилиях. Именно тогда суффиксы «ов», «ев», «ин», «ски», «овски», «чов» превратились в настоящий символ болгарской идентичности. Они стали знаком. Мы, болгары, у нас есть своя история, свои корни. Мы не безымянные, подданные чужой империи. Мы народ с именем. Автор статьи очень тщательно и с огромной любовью и знанием дела разбирает классификацию фамилий. И это просто сокровищница интереснейших фактов, которые заставляют задуматься о каждом из нас. Вот те группы, которые меня особенно зацепили и заставили перечитывать снова и снова. Первое. Самая большая и, на мой взгляд, самая чистая болгарская группа – это фамилии от личных имен. Иванов, Петров, Георгиев, Димитров, Стоянов, Васильев, Николаев, Тодоров, Ангелов, Христов, Павлов, Михайлов и сотни других. По некоторым оценкам они составляют больше 50-60% всех болгарских фамилий. Когда слышишь такую фамилию, сразу чувствуешь, это коренной болгарин. Это наша славянская основа, это имена, которые несут в себе память о святых, о героях, о простых людях, которые веками жили на этой земле, растили детей, строили дома и защищали свою веру. Вторая группа – это фамилии от профессий и занятий. Это моя самая любимая категория, потому что она рассказывает о тяжелом, но честном повседневном труде наших предков, без которого не было бы ни сел, ни городов, ни Болгарии. Ковачев – кузнец, Зидаров – каменщик, строитель, Овчаров – пастух-овец, Доскалов – учитель, Терзиев – портной, Гайтанджиев – мастер гайтанов и шнуров, Бакрджиев – медник, Казанджиев – котельщик, Муставчиев – ткач ковров и грубых тканей, Абаджиев – суконщик, Каларов – колесник, Бычваров – бандарь, Грнчаров – гончар и десятки других. Каждая такая фамилия – это как маленькая повесть о том, как человек зарабатывал на жизнь, кормил семью, вносил свой вклад в общину. Это настоящая энциклопедия ремесел Болгарии времен османского владычества и раньше, когда каждый мастер был на вес золота. Третья группа – географические фамилии от имен городов, сел, рек, гор, полей: Софийский, Пловдивский, Тырновский, Варнинский, Бургасский, Виденский, Русенский. Также и от крошечных деревень и урочищ: Берковский, Эленский, Троянский, Габровский, Тетевенский,
Самаковский, Копривщенский. Есть даже фамилии от микротопонимов конкретного холма, источника леса или моста. Это яркое доказательство того, как сильно болгарин привязан к своей малой родине, к тому клочку земли, где родился его дед или прадед, где похоронены предки и где звучит родной говор. Четвертая группа фамилий отличных качеств, внешности, характера или народных прозвищ. Добрев, Добрый, Грозев, ну, можно сказать, Грозный. Правда, красивым его не назовешь в болгарском смысле. Кёсев, Лысый, Шишков, с шишкой бугристый, Дебелев, толстый, Слабаков, худой, Чернев, смуглый, Белов, светлый, Вылков, волчий, смелый, свирепый, Лисичкин, хитрый, Мечков, медвежий, сильный и так далее. Здесь чувствуется народный юмор, наблюдательность, иногда ласковая ирония и даже суровая прямота предков. Пятая группа фамилий, в которых сохранилась память об этническом происхождении или соседях разных народов. Турлаков, Арнаудов, от Арнаут-албанец, Влахов, Влах, Гырков, грек, черкезов, татарчев, иногда даже цыганов, хотя такие часто менялись на другие. Это напоминание о том, насколько сложной и многоцветной была этническая картина Балкан на протяжении веков. И шестая группа – очень большой пласт фамилий с турецкой, арабской, персидской или греческой этимологии, след 500-летнего османского периода. Хаджиев, паломник в Мекку, Карастоянов, черный стоян, Карайванов, Дюлгеров, плотник, от турецкого дюлгер, Эмин, Мустафов, Алиев, Османов, Юсуфов и многие другие. Но интересно, что часто существовали параллельные болгарские варианты. Дюлгеров равно Зидаров, Терзиев равно Кроичев. После освобождения 1878 года многие семьи сознательно переводили или меняли такие фамилии на более славянские, патриотичные, чтобы подчеркнуть свою болгарскость. Автор этой статьи, которую я вам продемонстрировал, и ссылку которую вы увидите в описании, также с грустью отмечает, сколько старинных славянских имен и прозвищ было утрачено навсегда. Часть искажена под турецким влиянием, часть слишком поспешно европеизирована или упрощена после освобождения. Сегодня многие молодые люди даже не задумываются, что значит их фамилия, какой труд, какое село или какая черта характера стоит за ней. Это потеря части себя. Теперь о моей собственной фамилии Табаков. Она происходит от слова «табак». В староболгарском и османском контексте это был кожевенник, мастер по выделке, дублению и обработке кож. Табак – это человек, который работал с сырыми шкурами, превращал их в кожу для обуви, седел, сумок, упряжи, одежды. Занятие тяжелое, пахучее, требующее силы, терпения и настоящего мастерства, но очень нужное в любом обществе. Мои предки, судя по всему, были именно такими мастерами где-то в болгарских землях. А потом в 1861-63 годах, после Крымской войны, многие болгары, в том числе носители подобных фамилий, переселились в Приазовье, Бессарабию, Таврию. Это была большая организованная волна переселения. Так моя ветвь оказалась на территории Российской империи, а позже СССР и Украины. Но корень остался болгарским. И я горжусь этим безмерно. Моя фамилия – это не просто звук.
Это память о мозолистых руках, о запахе дубильных чанов, о том, как предки кормили семью честным ремеслом. А недавно эта тема стала еще ближе и личнее, благодаря школе моей дочери. Ее классная руководительница Елена Бакалова. Каждый раз, когда я вижу эту фамилию в школьных чатах, в дневнике или слышу ее имя на родительском собрании здесь, в Святом Власе, у меня появляется улыбка. Еще одна ниточка к нашей общей болгарской истории. Один мой знакомый как-то поправил меня. Бакалов – это дровосек. И действительно, в некоторых регионах Болгарии или по народной этимологии фамилия Бакалова связана именно с человеком, который рубит дрова, лесорубом, дровосеком. Это тяжелый физический труд в лесу среди гор и холмов, где человек обеспечивал тепло для домов, уголь для кузнец, дерево для строительства и ремонта. Суффикс «ов», «ова» чисто болгарский, не российский. Так что Бакалова означает «дочь дровосека», «жена дровосека» или «из рода дровосеков». Это одна из тех простых, но очень сильных фамилий, которые рассказывают о жизни в селе, о зависимости от природы, о том, как предки вставали до рассвета, брали топор и шли в лес, чтобы семья не мерзла зимой, чтобы был огонь в очаге. Когда я думаю о Елене Бакаловой, о том, как она терпеливо объясняет детям уроки, поддерживает их в трудные моменты, вдохновляет на учебу и рост, мне кажется, что в этой фамилии есть что-то символическое. Сила, выносливость, умение рубить сложные темы на понятные части и греть детские души знаниями, как дровосек грел дома дровами. Это коренная, настоящая болгарская фамилия без прикрас, полная смысла, труда и гордости. Вся эта статья заставила меня задуматься гораздо глубже, чем раньше. Каждая болгарская фамилия – это не просто административная метка в паспорте, это целая маленькая сага. Это нить, которая тянется через поколение от прадеда кожевника или дровосека до сегодняшнего дня. Это связь с эпохой Возрождения, с борьбой за свободу, с горами Родоп и Старопланины, с маленькими селами, где до сих пор стоят старые дома с каменными фундаментами. Живя много лет за границей, я особенно остро ощущал эту связь именно через язык и фамилию. Они были моим якорем в чужой среде. А теперь, живя в Святом Власе, я понимаю, возвращение в Болгарию – это не только географическое возвращение, это возвращение к смыслу своей фамилии, к ее истории, к тому, чтобы передать эту гордость дочери. И даже такая мелочь, как фамилия классной руководительницы, становится частью этой большой картины, напоминанием, что болгарская кровь, болгарские корни и болгарский дух живут в каждом из нас, даже в самой обыденной школьной жизни у моря. Я рекомендую всем болгарам, тем, кто живет в Болгарии, в том числе здесь, на побережье, в Святом Власе, Несебре, Бургасе, и тем, кто в диаспоре, в Украине, Молдове, Сербии, Румынии, США, Канаде, Австралии и везде, обязательно прочитать этот текст. Он небольшой по объему, страниц 32 страницы, но огромный по смыслу. Он заставляет остановиться, задуматься, погордиться, начать расспрашивать родителей и бабушек, дедушек, а откуда наша фамилия, что она значит. Еще раз напоминаю, что ссылку вы найдете в описании. Друзья, а вы знаете историю своей фамилии? От какого занятия, от какого села, от какой черты характера или прозвища она пошла? Напишите в комментариях, мне очень интересно.
Особенно любопытно услышать от тех, у кого фамилии вроде Табакова, Бакаловой, Ковачева, Зидарова. Поделитесь, если знаете подробности. Может, у кого-то тоже окажется дровосек, кожевник, кузнец или что-то совсем неожиданное и красивое, с огромной любовью к Болгарии, к болгарскому народу и ко всем, кто несет в себе эту кровь, с теплом из Святого Власа, где море шепчет о предках, а солнце светит по-болгарски тепло и ярко. Валерий Табаков.